Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре танк третьего уровня нации Великобритания, проходная прокачиваемая ветка, Валентайн, легкий еще танк пока, да, на третьем уровне, хотя именно на третьем уровне он уже является по сути тяжелым танком, хоть и в системе прописан как легкий. Почему тяжелый? Потому что вы сейчас все сами увидите. Если еще не качали эту ветку в этом танке, все быстро поймете. Идем сначала смотреть бронирование данной машины. Погнали. Итак, вот наш Валентайн, Collision модель. НЛД у нас 31, но находится под сумасшедшим рикошетным углом, и туда ни одна пушка в игре на третьем уровне ничего не пробьет. Это факт. Вот, центральная часть между НЛД и ВЛД у нас 60 мм, предъемки 62, ВЛД 74 и края 70 до 80 под хорошим углом, и система пишет рикошет. Рикошет, то есть рикошетная ВЛД, очень крепкая центральная часть, рикошетная НЛД, подбашенная рубка 60, верхняя вот здесь планочка рикошетная, тоже под углом, это мехвода, да, смотровые лючки, рикошетная, здесь 60, башня по краям 97 на третьем уровне, 90 вот эти центральные части, есть тут маленькие дырочки, вот 65 маска, боковое бронирование невероятные 60 мм. И это говорит о том, что этот танк от борта танкует так, что его ни четвертые, ни пятые левелы, даже какие-то шестые не смогут пробивать. А это третий уровень. Вот такое вот бронирование. То есть невероятная броня, как для третьего уровня. Очень крепкий танк, поэтому он хоть и написано, что легкий, но условно легкий, да, по факту это тяжелый танк третьего уровня. Так, с этим разобрались, с броней. Смотрим на пушку. Пушка нас интересует топовая, эти я даже разбирать не буду, ну не хочу, потому что альфа там 50, а у нас на топовой пушке альфа 75, что больше на 50% пробития здесь больше. Короче, топовая пушка must have. 75 пробития основным снарядом, 110 голдой, заряжается 5 секунд. Вот, 0,43 точность, время сведения не самое комфортное, 2,7 на стоке, но если нормальный экипаж, эти параметры, естественно, улучшатся. Вот, танк медленный, тяжелый, поэтому топовый двигатель обязательно, 165 лошадей, здесь у нас 135, это даст прирост порядка 15% подвижности. Также крутится на месте не очень бодро, поэтому обязательно топовую ходовую ставьте. Здесь 40 градусов в секунду поворота, здесь 38. Мало, 5 плюс 5% лишними все равно не будут. Вот, по рации на всех танках рекомендую всегда качать топовую, чтобы стрелять по засвету ваших союзников, либо чтобы союзники стреляли по вашему засвету, они находятся на большом расстоянии. Вот, это касаемо основных модулей. Теперь по оборудованию рекомендую ставить однозначно турбину, поскольку танк медленный. Сейчас мы с вами все посмотрим. И обзор. Обзор лишним никогда не будет. Вот. Это, мне кажется, самый лучший вариант сборки по оборудованию. Вот. Снаряды бронебойные у нас основные летят 900 метров в секунду. Такой средний показатель. А вот голда под кол у нас летит комфортный. 1115 метров, что хорошо для отстрела подвижных целей. Вот. Вот такие вот снаряды. Да, и пробитие. Здесь бронепробитие у нас аж 110. Вот. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка, экипаж, 3 члена экипажа, первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевое братство, далее качайте, как показано в таблице. Вот. По огневой мощи, значит, так, у нас у ВН в принципе комфортные, не сказать, что они прям шикарные, но минус 8 на всех танках, даже старшего левела, считается, что это комфортный угол склонения орудия. По живучести у нас 390, почти 400 пойдет. По мобильности все плохо. С турбиной 28 вперед, так было бы 24. 12 назад было бы без турбины 10. Менее 10 лошадей на тонну даже на топовом двигателе, ну в модулях, да. Танк реально очень медленный. Учитывайте это при отыгрыше на картах.
По незаметности. Поскольку это ЛТХ в системе прописана, она здесь присутствует и вполне даже неплохая. Хотя танк реально не маленький, а незаметность есть. Вот, но вот так вот на младших левелах. По обзору 322 метра, у меня еще штраф 30, так было бы 352, что вполне себе комфортно. По плюсу и минусу танка. Минус это подвижность, однозначно. Вот. Броня это плюс, пушка здесь однозначно плюс, комфортная, достаточно точная. Немножко, конечно, сводится долговато, но в принципе пушка неплохая. По обзору здесь плюс, если нормальный экипаж, у вас вполне вменяемый обзор. По незаметности, как ни странно, хоть это и будем мы считать тяжелым танком, здесь тоже плюс, потому что в системе прописана ЛТХ. И незаметность процент здесь неплохой прописан. У ВН пушки в принципе комфортно. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать за рычаги, подергать, посмотреть, как Валентайн играет с современным рендами. Погнали! Так, попали мы на рудники, попали мы на Валентайне, танк Великобритании 3-го левела, проходная ветка, не прем-танчик, прошу не путать. У нас обзор боем, у нас есть броня, сейчас поедем проверять танк, пушку, все. Мы медленные, но у нас есть броня, все, на этом все. Будем сейчас с такой же броней перестреливаться. У них тоже есть Валентайн. У них есть Т-29, ПЗС-35, АМХ-38. Погнали. Вот сами видите, какая скорость у нас передвижения. У нас турбина стоит, и даже с турбиной мы едем. Вот так вот. Пьяная молодежь проехать как не может. Приближаются танки. Так, наши заняли гору. Прикольно. Это прикольно. Враг уже близко. Это мне нравится. ПЦМ это плохо. ПЦМ это очень плохо. Враги повсюду. Да, ПЦМ это вам не купит. Ух ты! Ух ты! Меня задели. Придется туго. Держу цель. Меня не остановишь. Враг захвачен. Хорошо пошло. Меня задели. Миленько. Добром это не кончится. Меня задели. Готов. Тихо, 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 тихо. Разошелся. Берегись вражеской техники. И этому конец. Завоевался.
У нас тут было тотальное окружение, я все ХП растерял. Движок починить не могу. Меня не остановишь. Вывел его из Такой строя. вот тяжелый бой, господа. Еще одного. Потихоньку тащим. Сейчас двигатель починим, начнем ездить хотя бы. Ну, потихоньку что-то там настреляли. 435, кстати, натанковали. Да, а вот ФЦМ меня напрягает. А он жив. Сейчас починим двигатель. И как выковыриваете этого ФЦМа? Кто мне скажет? Кто расскажет? Враг уже близко. Ну надо Беда же. пришла, откуда не ждали. Он чуть-чуть, или он там стоял. Блин, хотел гору объехать. Ну ладно. Вот такой вот этот танк, видели, сколько натанковал, сколько настрелял. Короче, крутой Валентайн, потому что мы еще и сделали 5 фрагов с вами. Да. Не, ну я думаю, тут наша победа. Давайте еще раз по танку. Есть броня, есть хорошая комфортная пушка. Враги То повсюду. есть, ну, если у нас нет подвижности, скорости, да, значит должна быть броня. И здесь она присутствует. Это плюс. Пушка супер комфортная, тоже плюс. Вот ты даешь, Попробуй, это не выехала. кончится. Сейчас отлетаешь в ангар, друг. Я как предвидел, еще и слиться можем, если так они играть будут. Враг уже близко. БК. Круто. Слушайте, мы тут проиграть можем. Гроб трактор тут вон воюет. GRTR. Мимо. Попали. Ну добивайте. Отлично. Ну чё, 3 против 2. Как? Кто кого? Ну у нас есть имба. Стюарта переверните. Друг. Ты соста нажми кнопку. Чудик. Вот дает. Показываю пацана. Помочь надо перевернуть. Никакой реакции. 0 просто игроки. О, бестолочи. Ничего не понимает. Чат-то заблокирован, правильно? Ну да. Ты гля вообще. 0 реакции. Да. Не, ну он тоже сам виноват, М3. Как он мог здесь перевернуться? Идиот. Идиот. Может, и не надо такого спасать.
Вот, другое дело. А он стоит. Это бот, походу. Ну, по-другому как назвать? Вы поглядите на него. Башенкой водит. Ё-моё. Он такой, а куда ехать? А что делать на этой карте? А мы в танки играем? Ой, дайте я еще раз перевернусь. Жесть. А я думал, все, вот этого кибертанка бытовода забанили сайт, и больше нету ботов, а не есть. Ё-моё. Куда ты своим носиком-то водишь? Да, ребят. Все, в скалу. Ну, неудивительно, что он перевернулся. Давайте понаблюдаем за этим шикарным аппаратом, игроком. Сейчас он поедет, просто отдастся, наверное. Ух. Да. Вот с такими людьми мы играем, кстати. Вот посмотрите на наших союзников с вами. Вау. Типичный союзник. Ну хотя по воде едет нормально. Фиг его знает. Какие-то вещи правильно делает, какие-то, ну, просто поведение на карте вообще какую-то жуть какая. Вот. Сейчас такого поехал. Идиот. Да. Это не сейчас в скалу. Да, в скалу едет. Это походу все-таки бот, потому что он едет за союзником, так у него запрограммировано. Но сам он ничего инициировать не может. Видали, какую пушку у него смотрит? Враги повсюду! Он никуда ничего не стреляет. Все. Это считайте, что танка нету. Потому что, ну, что это такое? Надо на нее жаловаться. Враг уже близко. Вы представляете, что он исполняет? Да. Это просто Меня кошмар. задели! И куда ты поехал? У нас сегодня очень увлекательный обзор по танку, по Валентайну. Очень увлекательный. Да, мы смотрим, как боты играют. Так. Приехал. Все. Куда в кустик приехал? Господи. М3 Стюарт. Пулеметная пушка, все такое, да, который должен нападать и загрызать. Он приехал на базу, встал. На балкон. Ну, это просто трэш. Это просто трэш. Видели у него на ВЛД пивандер наклеен? Это пивной типок, который сейчас сидит, рыбу воблу об стол от соли оббивает. Одной рукой на клавиатуре, другой воблу оббивает такой. Так, че-то, как? А у самого глаза в разные стороны, слюни текут, такой сидит. Да. Жесть. Это жесть. Не, он такой, нет, не буду стоять, все-таки куда-нибудь поеду. Вот это кошмар.
Прошу прощения, что я вас на обзоре заставил смотреть этот идиотизм. Но, блин. Увы. Все, поехал отдаваться. Не, он сейчас перевернется. Нет, не перевернется. А толк-то, он сейчас врага увидит, он перестанет. Он испугается и опять на базу убежит. Ну, что ты делаешь-то? Чего он делает? Какой ужас. Какой просто ужас. С кем мы играем в одной команде? О, они все-таки на базу к нам приехали. А он такой, да пофиг. Жесть. Это просто жесть. Оп. Ну давай, перевернись еще раз. Ящик. Он вообще он не знает, что это танк. Он думает, что это коляска для перевозки дров. Жесть. Это... Потом вы удивляетесь, почему у вас плохая винка, процент побед. Вот. Ладно, вернемся к Валентайну. Зачетный аппарат, даже обычный, не тот, не который прем, да. Хорошее бронирование, хорошая пушка, подвижность понятно, ее нету, броня есть. Мне даже кажется, что можно на нем играть в песке, практически как на прем танке, получать удовольствие. Вот. Как по мне. Заняли почетное 4 место, 5 фрагов больше всего у нас. Вот, нас пытались окружать, но мы отбились. Ребят, пишите комментарии, какое вы оборудование используете на этой машине. Вот. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч. Пока. Танк зачетный. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.